Как определяется единственное жилье для освобождения от уплаты НДФЛ? Доходы от продажи недвижимости освобождаются от уплаты НДФЛ, если объект принадлежал физлицу более минимального срока владения 3 или 5 лет. Минимальный трехлетний срок применяется, в частности, в отношении недвижимости, которая была подарена, получена в наследство или передана по договору пожизненного содержания с иждивением. С 1 января 2020 года перечень применения минимального трехлетнего срока владения расширился. Теперь независимо от способа возникновения права собственности трехлетний срок может быть применен в отношении комнаты, квартиры, жилого дома, доли в указанном имуществе, при условии, что такое продаваемое жилое помещение является единственным жильем гражданина или супругов, в случае совместной собственности. Если с единственным жильем гражданина все понятно, а именно, на дату отчуждения имущества не должно быть в собственности иного жилого помещения, то при определении единственного жилья у супругов следует учитывать следующее. Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое во время брака. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, не является совместно нажитым имуществом. Пункт 1 статья 34, пункт 1 статья 36 Семейного кодекса РФ. Таким образом, при определении единственного жилья у супругов для применения минимального трехлетнего срока владения исключаются объекты недвижимости, не являющиеся совместно нажитыми. Кроме того, существует общее исключение: не учитывается жилое помещение, приобретенное в собственность налогоплательщика или его супруга, супруги в течение 90 календарных дней до даты государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение от налогоплательщика к покупателю.